Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня, это будет первая часть видео, мы поговорим о самых продаваемых парфюмах в мире. Сегодня мы разберем только 6 парфюмов, чтобы видео не стало мучительно долгим. Один из самых продаваемых парфюмов в мире был выпущен еще в 1921 году. Конечно же, сейчас это уже обновленная версия, но тем не менее это отличный парфюм, это уже вечно нестареющая классика, известный, легендарный, потрясающий Шанель номер 5 от Коко Шанель. Если нужно подобрать какой-то один парфюм, который будет символизировать весь мир парфюмерии, то для меня, и я думаю, что и для многих, это будет, несомненно, данный аромат. По легенде, сама Коко Шанель попросила Эрнеста Бо создать аромат, который будет пахнуть женщиной. И изначально лицом данного парфюма стала сама Коко Шанель, но потом в разное время это были Катрин Денев, Кароль Буке, Николь Кидман, Одри Тоту. И, возможно, сейчас вы удивитесь, но первый и единственный мужчина, представляющий данный парфюм, это Брэд Питт. Также в одном из своих прошлых выпусков я рассказывала, что Шанель номер 5 это один из любимых парфюмов нынешней первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. Действительно, очень интересный парфюм. И сейчас он не утратил своей актуальности, хотя, конечно, есть в нем немножко нота ретро. Он понятен не всем, подходит, возможно, не для всех случаев, но при этом, как по мне, он достаточно универсальный, он очень красивый, он дорого, статусно, богато звучащий. В верхних нотах здесь альдегиды, иланг-иланг, нероли, бергамот и персик. В средних нотах ирис, жасмин, роза и ландыш, и в базе сандал, ваниль, дубовый мох, пачули и ветивер. И если же говорить о нише, о каких-то остромодных в наше время ароматах, то одним из самых продаваемых здесь назван парфюм от Initio Narcotic Delight. Это сладкий вишнево-табачный, очень густой аромат. Вишня здесь в очень красивом окружении табачных, таких густых дымных нот, в то же время в окружении нот алкоголя. Звучит очень дорого, благородно, при этом он такой пьянящий, очень такой наркотический, очень стойкий и шлейфовый парфюм. И это тот случай, когда достаточно просто одного, максимум двух распылений, потому что действительно здесь стойкость, шлейфовость, насыщенность просто на 100 баллов из 10, поэтому не переборщите. Это такая густая, манящая, чувственная вишня. И в верхних нотах здесь вишня, черный перец и розовый перец. В средних нотах коньяк, гидеон и роза. И в базе табак, ваниль, бобы тонка, кедр и пачули. В то же время, конечно же, ниша – это иногда не всем понятный, не всем доступный сегмент парфюмерии. И если говорить именно о количестве проданных флакончиков, то здесь люкс опережает нишу. И один из наиболее продаваемых ароматов в люксовом сегменте уже многие годы является парфюмы от Нарцисса Родригес Фохё. Это как и черная версия, так и его розовая версия. Если же говорить именно о черном Нарцисса Родригес, то здесь не самая сложная пирамида. Тем не менее, аромат достаточно хорошо сложен, гармоничен и очень интересен. И с момента своего появления в 2003 году аромат не сдает своих позиций и по-прежнему на пике популярности по продажам у данного бренда. Он в одно и то же время очень чувственный, такой манящий, сексуальный, и в то же время он и нежный, и такой спокойный, пудровый. Но есть, конечно же, в нем и резкость, и определенный напор. И в верхних его нотах османтус, апельсиновый цвет, и бергамот, в средних нотах мускус и амбра, и в базе ваниль, пачули и ветивер.
И если же говорить о его розовом собрате, то я знаю, что многие люди считают их практически клонами, но тут я не соглашусь. Мне кажется, конечно, это одно направление, и если вам нравится, допустим, черный, то розовый, скорее всего, вам понравится также. Но тем не менее, лично для меня, по моему восприятию, это все-таки разные парфюмы, но без сомнения одного направления. Мне кажется, что розовая версия, она имеет чуть больше сладости, и здесь нет, наверное, кислинки бергамота, которая есть в черном. Сам аромат цветочно-женственный, сексуальный, очень красивый. И здесь есть также тоже сочетание и страсти, и напора, и в то же время нежной женственности. Пирамида также достаточно простая. В верхних нотах здесь роза и персик, в средних нотах мускус и амбра, и в базе пачули и сандал. Также уже много лет одним из самых продаваемых парфюмов является аромат от Burberry Brit. Отличный аромат, и я его очень люблю. Он очень комфортный, очень универсальный, для любого случая, для любого времени года. Очень всегда красиво, понятно звучит. Чуть сладкий, но совсем не приторный. Есть здесь и свежесть, и небольшая кислинка. И что мне нравится, что сладость здесь не гурманская, не такая густая и чрезмерная, а такая тихая, нежная сладость. И на мой вкус в данном парфюме одна из самых красивых груш в парфюмерии. И для меня слова-синонимы к данному парфюму – это милый, нежный, спокойный, элегантный. И стойкость и шлейф здесь вполне неплохие, не запредельные, но вполне себе. Верхние ноты нам раскрываются миндалем, лаймом и грушей. В средних нотах миндаль, сахар и пион, и в базе ваниль, бобы тонка, амбра и махагони. Ну и как же в списке самых продаваемых не будет Тома Форда? Хочу сказать сразу, что в список самых продаваемых парфюмов вошли сразу два его аромата, и об одном из них мы поговорим в этом выпуске. А именно это Black Orchid. Уже много лет легенда и бестселлер. Готический, королевский, очень яркий, узнаваемый, непростой. Аромат с богатейшей пирамидой, что не часто встретишь, и безумной стойкостью и шлейфом. Очень многослойный аромат, раскрывается интересно, богато, сложный, атмосферный, больше вечерний, наверное. Аромат для обольщения и интриги. И здесь дорогое, по-настоящему люксовое многослойное звучание. И я даже знаю, что некоторым мужчинам он настолько нравится, что они даже покупают его для личного пользования. Очень яркий, нескромный, и он действительно затмевает все вокруг. В его верхних нотах трюфель, гордыня, черная смородина, жасмин, иланг-иланг, бергамот, лимон и мандарин. В средних нотах данного парфюма орхидея, специи, гордыня, фрукты, иланг-иланг, жасмин и лотос. И в базе пачули, ваниль, шоколад, ладан, амбра, сандал, ветивер и мускус. Я не перестаю восхищаться, когда парфюмы имеют такую сложную, многогранную, богатую пирамиду, поэтому действительно мои комплименты, мое восхищение данному парфюму. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и посмотрели это видео. Ну а я желаю вам хорошего дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!